Всем привет! Вы на канале Академия Покера, и это ежемесячная рубрика Покер News. В этом выпуске расскажем о самых удивительных покерных событиях в декабре 2022 года. А вы ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные выпуски. И, конечно же, пишите в комментариях, какие покерные события в этом месяце впечатлили вас больше всего. 7 декабря в студию PokerGo величайший игрок в покер всех времен и народов, как он сам себя называет, Фил Хельмут проиграл очередной раунд шоу High Stakes Duel. Сокрушительное поражение ему нанес амбассадор GG Poker и топ-6 мирового рейтинга по призовым Джейсон Кун. Фил и Джейсон встретились в пятом раунде High Stakes Duel после того, как Скотт Сивер отказался от матч-реванша. Чтобы найти соперника, который был готов заплатить Баин $800 тысяч, организаторам потребовалось несколько недель. Хотя, по слухам, было немало желающих сесть за стол с белым магом покера. Возможно, Фил прекратил бы участие и забрал бы свой приз, но по правилам шоу для этого необходимо одержать 3 победы подряд. Для Хельмута это была бы 3-я победа, и его призовые составили бы $1,6 миллиона. Но теперь они достались Джейсону. Теперь ему нужно подтвердить статус чемпиона дважды, чтобы иметь возможность забрать призовые. Джейсон не оставил своему оппоненту ни единого шанса. Встреча получилась одной из самых коротких, менее 3 часов, за который Фил вырвался из чип-лидера только в первых раздачах. Вся последующая инициатива осталась за Джейсоном. Несмотря на то, что все в покере решает скилл, многие отметили, что Джейсону отлично заходило на протяжении всего раунда. Несколько раз он получал карманных тузов, а практически каждые 10-20 раздач ГСЧ подкручивал ему разные премиальные руки. Удивительно, что все 3 часа Фил вел себя самым достойным образом. Почти не матерился, не вскакивал со своего кресла и не так часто жаловался на плохие руки. Даже после финальной раздачи, в которой Хельмут с туз-король проиграл Куну на доске дама 10, 4, 10, 3. Что будет дальше? У Фила есть несколько дней, чтобы согласиться на матч-реванш, который обойдется каждому в $1,6 миллиона, и на кону будет уже $3,2 миллиона. В покерном сообществе склоняются к тому, что Фил откажется рисковать такими деньгами, и после своей фантастической серии побед уйдет ни с чем. Но это не значит, что дальше будет скучно. Если Фил откажется от реванша, среди потенциальных соперников Куна Виктор Малиновский и Дэн Смит. И еще десяток хайроллеров, которые не против сыграть по-крупному. Покерный фильм, который не понравился покеристам. В прошлом году был анонсирован новый покерный фильм под громким названием Poker Face и неплохим актерским составом. Рассел Кроу, выступивший еще в качестве режиссера, Лиам Хемсворт, Аден Янг и Роберт Фиджеральд Дикс, известный под псевдонимом РЗА. На постере и в трейлере было много покера и экшена, что сделало его ожидаемым в покерном сообществе. Но после релиза мнение игроков было единым. Фильм оказался совсем не покерным. Да и обычные зрители оценили его не самым лучшим образом. Всего 5 из 10 баллов по рейтингу IMDb и 43 из 100 по Metacritic. А в рейтинге Rotten Tomatoes ему прилетело 28 гнилых и лишь 4 свежих отзыва. Но вернемся к покеру. Его в фильме очень и очень немного. Зрители обнадеживают в самом начале, где лучшие друзья играют в покер на свежем воздухе, а много лет спустя собираются на дорогую игру Set and Go 6 Max с баином $5 миллионов. Причем за всех заплатил один из главных героев. Кроме начальной сцены, покер появляется в середине фильма, где зрителям покажут одну единственную раздачу. Весь остальной фильм – немного философских разговоров, ограбление, триллер и немного экшена. Poker Face – фильм о чем угодно, но только не о покере. Даже несмотря на такое смелое название. Это был единственный покерный фильм в 2022 году, поэтому фанатам придется ждать, пока какой-нибудь голливудский режиссер не решит снять еще одну ленту, которая сможет конкурировать с шулерами. Кстати, на нашем канале недавно вышло видео про заносы учеников Академии Покера, так что обязательно посмотрите, уверены, успехи ребят не оставят вас равнодушными.
Зимняя серия VSOP Winter Circuit на Pokerok. Миллионы долларов призовых, золотые кольца, ежедневные подарки – все это на зимней серии VSOP Winter Circuit на Pokerok. Серия VSOP Circuit стала доброй традицией и отличным новогодним подарком для всех турнирных игроков. 2 прошлых года на нее была заявлена гарантия $100 миллионов. А в этом году организаторы решили еще больше удивить покеристов и разыграть минимум 150 миллионов. Это значит, что с 4 декабря по 9 января у любителей МТТ не будет ни одного дня на отдых. Многие регулярные турниры примерили на себе плашку в VSOP Circuit, сохранив прежние боины, но значительно повысив гарантированный призовой фонд. Неважно, какой у вас рабочий ABI, на зимней серии каждый найдет для себя турниры под свой уровень банкролла. А если какой-либо турнир для вас слишком дорогой, то и это не проблема. Просто загляните на ассортимент сателлитов. Можно выиграть даже $1 миллион, стартовав с нескольких центов. О дорогих турнирах можно даже не упоминать. Каждый день хорроллеры найдут для себя события с боином от $3000 до $25 000. Отдельно стоит упомянуть про титульные турниры. За победу в них чемпионы получают массивные выплаты, а также золотой перстень, который доставится прямо вам в руки, и дополнительные плюшки от Pokerok. И это еще не все. На VSOP Circuit Online возвращается старая добрая традиция отправлять обладателей перстней на специальный фриролл чемпионов с призовым фондом $1 миллион. Все 18 победителей текущего фестиваля примут участие в этом турнире. Пройдет он во время VSOP в Лас-Вегасе в 2023 году. А теперь финал. Вместе с турнирной серией на Pokerok вернулась акция Gift VSOP, в рамках которой каждый день 1500 будут получать кэш, доллары и турнирные билеты. Формула лидерборда такая. Очки лидерборда равняются призовому фонду, деленной на относительный ранг. Относительный ранг же равняется позиции на финише. Сложно? На самом деле гораздо проще. Просто играйте любимые турниры на Pokerok и ищите себя в списке победителей лидерборда. Забавный конфуз в прямом эфире кэш-игры в Hustler Casino Live. Каждый понедельник игроки собираются на игре Max Payne Monday, которая транслируется в прямом эфире. Традиционно на них немного экшена, но на прошлой неделе его хватило с головой для всех, как присутствующих, так и зрителей. На очередной раздаче завсегдатай Hustler Casino Live и The Launch Court Club Сашими показала... Нет, не свои карманные карты. Что она показала? Посмотрите сами. Несмотря на требования цензуры, мы думаем, вы все поймете. Еще одна интересность в том, что грудь оказалась вовсе не настоящей, а накладной. Этот момент покерное сообщество обсудило в первую очередь. А дальше пошли рассуждения. Специально ли Сашими показала такой запрещенный прием, или это все же была случайность? Традиционные мнения разделились. Часть сообщества восприняла этот жест с юмором, а Джо Ингрэм и вовсе сообщил, что ждет Сашими на свои кэш-игры в любое время. Другие же сошли шутку отвратительной, подразумевая, что это было сделано нарочно. Сашими регулярно появляется в Max Payne Monday и всегда одна из самых ярких персонажей в игре. Многим зрителям нравится наблюдать за ее игрой каждую неделю. Однако в эпизоде на этой неделе некоторые посчитали, что она зашла слишком далеко, в то время как другим это очень понравилось. А что вы скажете на такую выходку? Пишите в комментариях. На сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.